ответим на наиболее популярные вопросы, то сомелье – это человек, который разбирается, такой один из стереотипов, что сомелье – это человек, который разбирается исключительно в вине. Так ли это? Это связано прежде всего с тем, что профессия сомелье из всего, что Сергей тут перечислил, единственная, которая зарегистрирована в Минтруда. Есть винокуры, уровень которых не просто близок к каким-то самым жестким мировым стандартам, а даже их превышает. Базовая характеристика белого вина – это кислотность. Кислотность помогает уничтожать жиры. Тайская кухня, да, вот что-то такое с яркой индийской кухней, с яркой ароматикой или с мощной специевой основой. Если вы это еще и усиливать будете каким-то напитком, то можете и не выдержать в конце концов. Поэтому вам нужно, во-первых, не каждое мясо – мясо, не каждая рыба – рыба. Ну и с плесенью, Сыры – спелый, это зеленый. самая сложная тема. Сыры – это самая сложная тема вообще. Если человек предпочитает вина, мы очень часто можем видеть на новогодних столах красные вина, хотя в моем понимании. Итак, добрый день. Сегодня мы начинаем на нашем канале «Напитки дома» винный ликбез. Мы посмотрим, насколько вам эта тема зайдет. Пишите в комментариях под этим видео то, что вы думаете. Сегодня у нас будет первое вводное видео. Мы ответим на наиболее популярные вопросы. У нас сегодня на канале Мария Костромина, руководитель школы сомелье «Лига сомелье» и по совместительству один из судей на нашем знаке качества. Сегодня мы бы хотели поговорить о профессии сомелье. Я хотел бы Марии задать вопрос, что, собственно, представляет из себя профессия сомелье, какими качествами и навыками должен обладать такой человек? Давайте начнем с самого начала. В быту мы чаще всего сталкиваемся с представителями двух профессий, имеющих отношение к миру алкоголя. Это сомелье и кависты. Сомелье работают в ресторанах, кависты работают в магазинах, в таком, как здесь. Мы сегодня находимся в каком магазине? Мы сегодня находимся в магазине «Виноград». Маленькая реклама, да? Да. Заходите в гости, вас тут всегда будут рады видеть. Да. Отличие простое. Сомелье имеет дело с бутылками открытыми, кавист имеет дело с бутылками исключительно закрытыми. Я понял, но я вопрос задавал как бы более развернутый. Меня интересует это с моей точки зрения. Вот у нас после форума «Винокуров. Знак качества» были вопросы такого характера, что сомелье – это человек, который разбирается, такой один из стереотипов, что сомелье – это человек, который разбирается исключительно в вине. Так ли это? И должен ли сомелье разбираться во всех напитках, касаемо крепышей, касаемо пива, касаемо вин и так далее? Сомелье – это человек, который управляет погребом ресторана, человек, который управляет картой напитков. И, естественно, он не может быть ограничен только вином, потому что люди приходят ужинать, и не всегда то, что они хотят, то, чем они хотят сопроводить свой ужин, это исключительно вино. Поэтому сомелье по долгу службы обязан разбираться в вине, в пиве, в крепком алкоголе, в крепленных винах, в чае, кофе, потому что основная задача сомелье – сделать так, чтобы человек получил полное удовольствие от ужина, и напитки, которые он бы ему подбирал, не испортили впечатлений от еды. Понятно. Вот у вас в школе сомелье, вы обучаете сомелье, какие навыки при дегустации вы развиваете, так скажем, у сомелье, у кавистов и так далее? Чему вы их учите? Прежде всего, органолептический анализ – это отдельный навык, он полезен сомелье, кавистам и, в принципе, любому нормальному человеку он полезен. Это суперсила, которая позволяет нам разложить любой напиток на некие ароматические группы, чтобы полнее его проанализировать. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы, во-первых, как-то обозначить свои впечатления от этого напитка, а во-вторых, для того, чтобы получить возможность сочетать его с тем, что мы едим, с тем, чего мы хотим от жизни, с нашим сегодняшним настроением и так далее и тому подобное.
Понятно. А расскажите вкратце, вот для чего, например, домашним винокурам может понадобиться обучение в школе сомелье? Вот люди привыкли работать руками, умеют изготавливать различные напитки, как в белом виде, сейчас и в выдержанных напитков достаточно много. Вот у нас последний знак качества прошел под эгидой зерновых выдержанных. Для чего им это нужно, в принципе, чему их это дополнительно может научить? Ну, во-первых, всегда полезно знать о месте своего напитка, своего родного напитка в какой-то общемировой системе координат. Потому что одно дело, когда мы делаем исключительно для себя и мы замкнуты на себя, другое дело, когда мы понимаем, что в мире есть много всего, мир велик и многообразен, и то, что я делаю, находится здесь. Ну да. Сколько проходит обучение в школе сомелье? Это в действительности очень гибкая система, и нет вот такого вот статичного, что ты должен месяц заниматься. Возможно, тебе нужно пробежаться по каким-то темам, которые мы сможем исчерпать за неделю, за 2 недели. А может быть, ты захочешь копнуть настолько глубоко, что мы задержимся на полгода. Есть самые разные варианты, зависит от того, в какой точке вы находитесь, ну, исходя из ваших отношений с алкоголем личных. Да, и в какую точку вы хотите попасть. Поэтому обучение – это практически бесконечный процесс, как в любой сфере, не только касательно вина и крепкого алкоголя. А насколько широко в школе сомелье представлена тематика крепких спиртных напитков? Достаточно широко. Есть отдельный курс исключительно по крепкому алкоголю, он называется «Амбассадор». И в базовых курсах, даже в самых базовых курсах, в обязательном порядке изучаются основные группы крепкого алкоголя. Ну, соответственно, чем более углубленный курс, тем шире эта сфера. Так, понятно. Вот все-таки это следующий был мой вопрос. Отличие, вот мы часто видим на конкурсах домашних винокуров, как в судейской комиссии представлены различные бренд-амбассадоры крепкого спиртного. Вот если еще раз вернуться к тому, чем же все-таки отличается? Мы вот поняли, что кавист это закрытая бутылка, сомелье это открытая бутылка условно. Но если так более развернуто, амбассадор, кавист и сомелье это абсолютно разные вещи, и тем не менее, более, если можно развернуто, чем эти вещи различать? Потому что по мне, сомелье это как бы высший пилотаж, он стоит несколько выше, чем кавист и амбассадор. Так ли это? Да, есть такое мнение, и причем это мнение скорее в профессиональной среде. Автоматически всех экспертов по алкоголю относят к классу сомелье. Это связано прежде всего с тем, что профессия сомелье из всего, что Сергей тут перечислил, единственная, которая зарегистрирована в Минтруда. Да, то есть фактически у нас нет ни амбассадоров, ни кавистов. Если говорить о базовых различиях, то амбассадор – это тот, кто проводит презентацию, это тот, кто владеет навыком… Одной марки какой-то, правильно я понимаю? Да. То есть это узкоспециализированный человек. Да, это человек, который досконально знает какой-то определенный напиток, ну, группу напитков, да, в рамках одного производителя или в рамках импортера, потому что есть бренд-амбассадор по крепкому алкоголю импортера такого-то. Это означает, что весь ассортимент крепкого алкоголя этого импортера наш бренд-амбассадор знает как свои 5 или 6 пальцев, и может донести до окружающих всю радость, которую он испытывает от общения с этими напитками. Ну, то есть я веду к тому, что когда вот мы, например, на определенные конкурсы приносим напитки, и нам предлагают в качестве определенного судьи бренд-амбассадора, мы должны понимать, что это человек очень узкоспециализированный. Например, если он представляет там какую-то коньячную или вискарную марку, да, то судить там условно джины или какие-то наливки, настойки он не может, я правильно понимаю? Это зависит от уровня профессионализма каждого конкретного человека. Амбассадор – это должность в данном случае. И
Да, по долгу службы он может быть связан исключительно с одной группой напитков, но знаний у него может быть больше, а может быть и меньше. Итак, подытожим. Профессиональный сомелье – это человек, который разбирается во всех крепких спиртных напитках и не только, и в винах в том числе, и в пиве в том числе, правильно? Безусловно, конечно. Это человек, да. который, в принципе, это вот не узколобый человек, как пытаются представить, что сомелье это только винный человек, который может находиться только в узкой направленности, и он не может судить никакие конкурсы, связанные с домашним алкоголем. Кстати, о домашнем алкоголе, вот ваши отношения, вот вы уже 2 конкурса отсудили. Сильное отличие от профессионального алкоголя, ну не от профессионального алкоголя, а от алкоголя, сделанного промышленным способом, от того, что вы пробовали на первом и на втором знаке качества? Уровень очень разный. Есть винокуры, уровень которых не просто близок к каким-то самым жестким мировым стандартам, а даже их превышает. Есть, конечно, винокуры, которым еще работать и работать над собой. Все то же самое, что и в промышленном производстве. Нет никаких различий, вот, чтобы можно было сказать, что да, здесь вот так, а здесь по-другому. Нет, все абсолютно одинаково. Так, и теперь хотелось бы еще задать... Нет. Кависты. Да, хотелось бы задать вопрос о, ну так как скажем, первое наше видео, хотелось бы поговорить о сочетаемости. Очень часто также стереотипно мыслят как по отношению к сомелье, также стереотипно есть мышление по отношению к красным и белым винам, что красное это к мясу, белое это к рыбе. Откуда это все пошло? И ну, частично понятно, что это имеет место быть. Вот на химическом уровне можно как-то рассказать? Все очень просто. Главная характеристика красного вина – это тонинность. Танин – это такой вяжущий элемент, который, собственно, есть не только в красном вине, но также в чае, в хурме. Очень много продуктов, которые содержат танин. То есть это то, что вызывает вот такое вот вяжущее ощущение в горле. Это танин. Так вот, танины с точки зрения химии, это вещества, которые вступают в реакцию с животными белками и помогают их уничтожать. Таким образом, мясо под тонинное вино съесть можно больше, чем без него. Это с одной стороны. С другой стороны, базовая характеристика белого вина – это кислотность. Кислотность помогает уничтожать жиры. Поэтому жирной пищи под белое вино съесть можно больше, чем без него. То есть есть некоторые основания для того, чтобы отправлять красное к мясу, белое к рыбе. Проблема только в том, что не каждое вино обладает мощной тонинностью, не каждое мясо обладает вот этой вот волокнистой белковостью. Поэтому с точки зрения сомелье, например, свинина не относится к мясу. Свинина – это скорее рыба, если говорить о том, что красное к мясу, а белое к рыбе. Да, мы к этому сейчас вернемся, секундочку. Я хотел бы сказать, вот расскажите о 3 концепциях основных, которые используются при выборе человеком вина к определенному блюду. Да, есть 3 системы, которые помогают подружить вино и еду. Да, собственно, не только вино, любой алкоголь и еду. Да, собственно, не только алкоголь. Первое – региональное. Если блюдо и напиток у нас имеют общее территориальное происхождение, высока вероятность, что они оба отражают условия своего производства, в том числе географические. То, что в мире вина, в мире виски, в мире коньяков и так далее называют теруаром. Теруар – это специфические условия произрастания сырья для нашего напитка, будь то виноград для вина, будь то все что угодно. Вот. Если продукт у нас произведен в местности с тем же теруаром, то в свою вкусоароматическую композицию он будет отдавать схожие черты с нашим вином или крепким напитком. И тогда их можно совмещать. Это самый простой путь. Региональные концепции. Да, эта концепция называется региональная концепция. Если у нас напиток и еда
Из одного из региона. одного региона, из одной местности, совмещайте их смело. Вторая концепция – это поддержка, система поддержки. Мы раскладываем напиток на ароматические составляющие, которые кажутся нам наиболее яркими в этом напитке. Мы блюда, которые у нас есть, тоже раскладываем на эти ароматические составляющие. И если какие-то составляющие у нас совпадают, при соединении напитка с едой они друг друга будут усиливать. То есть если у нас есть черный перец в аромате блюда яркий и, например, черный перец в аромате напитка, будь то вино типа ширазов или будь то ром, они будут друг друга усиливать. Вот именно вот эту вот пряную перечную часть. Принцип компенсации, другими словами, да. И третий, какой у нас? И третий – это принцип компенсации. Да. Это как раз то, с чего мы начали. Это то, что позволяет к высококислотному вину подбирать жирное, сладкое блюдо. Мы вычленяем в блюде какой-то элемент, который мы хотели бы приглушить. И находим напиток, в котором есть элемент, который при взаимодействии с таковым из блюда будет его глушить. Ну, как то жирность, сладость компенсируется кислотой, кислотностью. Тонинность, волокнистая белковость компенсируется тонинностью. И так далее и тому подобное. Я понял. Ну, теперь... Таким образом, можно работать с блюдами, которые, например, слишком яркие, излишне яркие для того, чтобы подбирать к ним напиток вот в полном соответствии. Например, тайская кухня, да, вот что-то такое с яркой индийская кухня, с яркой ароматикой или с мощной специевой основой. Если вы это еще и усиливать будете каким-то напитком, то можете и не выдержать в конце концов. Поэтому вам нужен какой-то напиток, который позволит вам отдохнуть, вам, вашим рецепторам, вообще всему организму, чтобы каждая следующая вилка, ложка, палочки, да, ощущались как первая. Понятно, это принцип компенсации. А теперь возвращаемся, собственно, к свинине. Возвращаемся к тому, что красное к мясу, белое к рыбе. Так ли это всегда и какие, ну вот, наиболее популярные есть исключения, которые позволяют выбрать правильное вино? Ну, во-первых, не каждое мясо – мясо, не каждая рыба – рыба. Есть некоторые овощи, которые мясо, есть некоторое мясо, которое овощ. Например, свинина, с точки зрения сомелье, это не мясо, это рыба. Мясом свинина становится только тогда, когда она жареная на гриле, когда у нее есть корочка или когда у нее много специй. Или когда она дикая, тогда она, конечно, мясо. Как только свинина тушеная, как только свинина, как только свинина начинает ярко проявлять свою жирность, мягкость, за что, собственно, ее и ценят так, она становится рыбой с точки зрения сомелье. Курица – это по большей части рыба. Но если курица цыпленок табака, то она, конечно, мясо. Баклажан – это, вы удивитесь, мясо. Грибы – это снова мясо. Говядина – это по большей части мясо, но если вы из говядины приготовите, скажем, бефстроганов, говядина тушеная в сливках, то это рыба. Потому что главное, что вы будете ощущать от этого блюда, это его жирность. Ферштейн? Есть. А что касается там тунца, например, красной рыбы, типа... Как к ним относиться? С рыбой все довольно сложно, потому что, безусловно, бывают рыбы волокнистые, которые можно отнести к мясу. Но у рыбы есть одно замечательное свойство, за которое мы ее ценим, но которое, тем не менее, мешает жить сомелье.
и творчески себя реализовывать. Рыба содержит большое количество железа. И когда это железо проявляется во вкусоароматической композиции, оно очень плохо встречается с танинами. Потому что танины – это тоже вещества, которые имеют железистую природу. И они работают как усилители, и создается абсолютное ощущение, что вы грызете, ну не знаю, дверную ручку. Деревяшку. Да не деревяшку, а железку. Железку. Да. Если бы деревяшку, это полбеды. Поэтому, чтобы это снять, если мы хотим сочетать все-таки красное с рыбой, мы берем либо рыбу, которая не содержит вот этой вот железки во вкус ароматики, либо мы берем красное вино, у которого нет танинов. Поверьте, таких вин полным-полно. Что касается сыров, сложная тема. Есть сыры плотные, с плесенью, Сыры спелые, это самая зеленые. сложная тема. Сыры это самая сложная тема. Вообще неправильно подобранный сыр – это кратчайший способ убить вино и любой другой напиток, с которым вы его сочетаете. Поэтому сыров свое знакомство вот с системой сочетайзера начинать не стоит категорически. Берите что-нибудь попроще, поработайте с мясом. С мясом. Ну, а Да. тем не менее, наиболее простые. Вот у нас продается, допустим, сыр президент или сыр бри. Вот, да, там, с учетом санкций у нас есть два вида сыра. Есть президент. Почему же три? Костромской, российский, Ну, это да. адыгейский. Ну вот мы берем, допустим, президент и бри. Вот наиболее популярный у меня, допустим, жена любит постоянно брать к одному и к другому красное вино. Насколько это правильно? Любила, пока я ей не объяснил. Бри – это лучшая пара для шампани. Ну, если нет шампани, то возьмите, господи, просекко. Если нет просекко, то возьмите какое-нибудь легкое, тонкое, свежее вино. Бри отлично с ним сочетается. Если говорить о красных винах, которые к бри подходят, то это, возможно, какие-нибудь пино-нуары. Дело в том, что бри – это что такое? Это корочка, которая дает грибной оттенок. Поэтому вы можете подбирать напиток, который тоже в ароматике содержит грибы. Они будут работать как усилители. Вы можете подбирать напиток, который в ароматике содержит что-то острое, такое пряное. Тогда нет, скорее даже не пряное, а высококислотное, свежее, такое немножечко рисковатое. Тогда он будет взаимодействовать с внутренней структурой сыра бри, которая жирная и сладковатая. В зависимости от того, что вы больше цените в бри. Президент. Президент сыр с более интенсивной ароматикой, да, чем бри, если мы не берем корочку от бри, да, чем внутренности бри. Да, президент с более интенсивной ароматикой, чем внутренности бри. Тем не менее, это не слишком резкая ароматика. Он, вероятно, хорошо сочетается с какими-нибудь не слишком интенсивными красными винами, с тяжелыми белыми винами и с крепким алкоголем без интенсивной выдержки. И, наконец, что касается продуктов, которые желательно не сочетать с вином. Что можете об этом сказать? Какие есть виды продуктов, которые лучше вообще Ой, не таких сочетать? продуктов очень много. Помидоры. Свежий, сочный, яркий помидор убьет ваше вино к чертовой матери. Поэтому, если вы помидор не обработаете, не замучаете как-то в процессе приготовления, то вино даже не доставайте, потому что помидор, во-первых, изменит вкусоароматические ощущения, а во-вторых, повысит спиритуозность в ваших ощущениях. Еще, например, яйца, хлебобулочные. Яйца работают примерно так же, как помидоры, корректируя ароматику. Короче, это продукты, с которыми вы можете сочетать напитки, если вам их не жалко. Да, вы должны понимать, что при сочетании с этими напитками, при сочетании с этими продуктами напитки очень сильно потеряют. Вы не
не поймаете там всего того, что они вам могли бы отдать в более благоприятных условиях. Это помидоры, это яйца, это все крахмалистые продукты, картофель, хлебобулочные изделия. Вот картофель, хлебобулочные изделия, злаковые очень сильно повышают алкоголь. Именно в ваших ощущениях, ну не физически, естественно, там не повышается алкоголь, но когда вы делаете глоток, вам кажется, что то, что вы глотаете, гораздо более спиртовое, чем гораздо более алкогольное, чем оно есть на самом деле. Поэтому либо вы берете какой-то напиток, который это выдержит с вашей точки зрения, ну повысится у него алкогольность, ну и что? Либо вы убираете хлеб, картофель и прочие злаки. Мы не коснулись еще с вами розового вина. Белое, красное коснулись. Что касается розового и сочетаемости с какими-то Ой, блюдами. кстати, розовое вы можете относить к продуктам, с которыми не придумали, что делать с точки зрения красного или белого. Как то печень, та же самая рыба, потому что розовое с гастрономической точки зрения это какой-то вот такой серединный продукт, что-то недокрасное и недобелое. Поэтому если у вас вот та самая рыба, в которой есть железка, а белого что-то как-то не хочется, берите розовое. Или если у вас есть печень, которая работает точно так же, как рыба, потому что в печени железки очень много, возьмите розовое. Ну и, наконец, самый популярный вопрос. Сейчас у нас хотя лето, но видео у нас будет долго висеть. Вот новогодний стол. Самая тяжелая Салат пища. оливье? Да, имеется в виду, что очень много всего самого разного. Понятно, что самое простое, что может с этим сочетаться, это, наверное, крепкое спиртное, типа водки, да. Но, тем не менее, если человек предпочитает вина, мы очень часто можем видеть на новогодних столах красные вина. Хотя, в моем понимании, настолько жирная пища, понятно, что кто-то говядину приготовит, кто-то свинину, но в целом стол преобладает такой жирностью, так назовем ее. Все-таки это белое вино под новогодний стол, если уж выбирать что-то? Скорее да, потому что, ну, что греха таить, зимой наш человек все-таки тяготеет к жирной пище, ибо нам холодно. Поэтому, да, белые вина. Если вы вдруг соблюдаете диету или как-то у вас выдержан стол куда-то в сторону большего количества мяса, тогда да, тогда рассмотрите красные варианты, но если вы основываетесь на оливье, на холодцах и иных прочих достойнейших блюдах, то, конечно, белое. Кстати, когда у вас на столе вдруг появится холодец, ни в коем случае не берите вот все вот эти вот наши традиционные приправы, как то хрен, не знаю, сырой лук, сырой чеснок. Это все убивает вино, и не только вино. Крепкий алкоголь это тоже очень сильно убивает. Поэтому, если вы хотите получить удовольствие в процессе, а не только от результата, тогда, конечно, уберите все это. Поверьте, хорошо сделанный холодец достоин того, чтобы не портить его хреном. Мария, спасибо. Сегодня у нас получилась интересная беседа, и немножко в гастрономию мы так даже больше, чем планировалось, углубились. Оставляйте еще раз комментарии под этим видео. Если вам будет интересно, то мы уже будем углубляться в эту тему винную, по регионам, может быть, там, да, научимся с вами читать этикетки вин, потому что чего греха таить. Мы хоть и умеем все делать с вами крепкое спиртное, но выбрать бутылку вина на прилавке магазина мы совершенно не умеем. Это особое искусство. Да, оставляйте не только ваши комментарии, но и ваши пожелания, что бы вы хотели увидеть. И в следующих видео мы продолжим эту тему. Всем спасибо.